Приветик, девчонки! Наконец-то я снимаю для вас новую тренировочку, наконец-то новое видео вообще. Очень прошу прощения за то, что я так долго отсутствовала на своем главном канале T-Gym, но на это были причины, я просто банально потеряла батарейку и не могла снимать вообще тренировки. Ну что ж, сегодня я хочу обрадовать вас совершенно новыми упражнениями. Как вы думаете, на что? Естественно, вы догадались название. На нашу верхнюю часть тела. И это будет спина и руки. Очень часто вы мне пишете с предложением снять подобные упражнения для проработки проблемных зон. А именно это у нас вот эти вот крылышки на спине и, конечно же, трицепс. Так что сегодня мы, конечно, проработаем эти части, но в этой тренировке я хочу, чтобы вы прочувствовали эти мышцы наконец-то, потому что многие не чувствуют свою спину и свои руки. Так что пора это исправлять. Ну что ж, давайте начнем. Итак, встали ровненько и поднимаем руки, делаем глубокий вдох и выдох через рот. Опускаем руки, еще раз подняли ручки и выдох. Молодцы. И начинаем наше первое упражнение. Мы становимся на прямые руки. Ноги у нас на носочках. Поднимаем таз как можно выше и стараемся держать спинку прямой. Затем плавным движением выводим таз вниз. Опускаем его, голову закидываем назад и расслабляем спину. Разогреваем мышцы спины, растягиваем их. Стараемся поднимать таз как можно выше и при этом следим за своей спинкой. Выдох через рот, подняли попу, вдох и выдох. Еще немного, держим руки прямыми. Опустили таз. Выдох, сжали ягодицы и подняли. Выдох. Молодцы, остановились. Кладем одну ногу на колено, вторую выпрямляем и выполняем обыкновенные отжимания. Локти уходят в стороны. Выдох, когда поднимаемся. Держим корпус ровным. Пониже. Вдох, выдох. И еще немного. Выдох. Отлично, еще чуть-чуть. Остановились, поменяли ножку. Теперь у нас левая прямая и опускаемся. Выдох. Раз. Два. Ниже. Три. 4. Грудью не касаемся к полу. 5. 6. 7. Еще немножко. И 8. 9. И 10. 11. Еще немного. 12. 13. 14. И 15. Молодцы. Потянулись. Растянули спину. Глубоко дышим. Молодцы. Умнички. Потянулись. Расслабили спину. Глубоко дышим. Отдыхаем. И расслабляемся. И теперь мы выдвигаем руку и противоположную ногу в стороны, пододвигаем к себе и выводим их в сторону от себя. К себе, в сторону, к себе, выпрямились, в сторону. Старайтесь как можно дальше отвести ручку и ногу, при этом держим равновесие. Выдох. Дыхание спокойное, ровное, держим корпус ровным. Пресс напряжен. Еще немножко. Ногу не кладем на пол. Остановились и теперь толчки вверх. Поднимаем ногу и руку одновременно. Стараемся держать корпус ровным.
Еще немного. Не останавливаемся и держим ровную линию. Стоим в таком положении, напрягаем все мышцы. Спинка напряжена, рука поднята. Нога, ягодицы, все поджато. Держим равновесие. Молодцы, опустили и опять потянулись, отдохнули. Мы сейчас только подготавливаемся к силовым упражнениям. Очень важно при тренировке спины и рук все подготовить, все мышцы и суставы. И выполняем то же самое, второй подходик на другую сторону. Теперь у нас левая рука работает и правая ножка. Пододвигаем к себе, выпрямили и в сторону максимально. Не забываем, что мы не кладем ногу на пол. Все мышцы у нас остаются в напряжении. Очень внимательно следим за вашим дыханием, это тоже очень важно. К себе, в сторону. Держим равновесие. И наверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще, 8, 9, 10. И остановились. Молодцы, держим линию, держим на равновесие. Старайтесь не опускать руки с ногами. Молодцы, опустили руку и ногу и потянулись. Старайтесь действительно отдыхать и никуда не спешить. Молодцы, отдохнули. И приступаем к следующему упражнению. Мы ложимся на живот, плотно прижимаем таз к коврику и выдвигаем руки перед собой. Затем мы максимально далеко отводим руку, приподнимая грудь при этом, и также смотрим вслед за рукой. То есть поворот у нас головы тоже присутствует. Старайтесь не класть руки на пол и плотно прижимать ножки к полу. Работает только ваша спина. Почувствуйте мышцы поясницы, что они включаются в работу. При каждом движении выполняем выдох через рот. Еще немного. Руки у нас на весу, не кладем их на пол. Молодцы. И теперь схватились ручками за ноги и сделали такую небольшую корзинку. Растягиваем руки, спину. Останьтесь в таком положении. Смотрим перед собой. Еще немножко. Держимся, держимся. И опустили руки. Теперь оставили ладони перед грудью и поднимаем корпус. Смотрим наверх, растягиваем спину, поясницу. Почувствуйте те мышцы, которые работали. Умнички. И потянулись. Делайте все движения очень плавными, никаких резких рывков не должно быть. Очень важно в тренировке спины делать все очень медленно. Ну что ж, пора взяться за гантели и наконец-то почувствовать наши мышцы. Мы делаем вперед выпад левой ножкой и поджимаем гантели к себе к поясу, затем в стороны. Не забывайте, что когда мы выдвигаем гантели в стороны, у нас мизинцы идут чуть выше больших пальцев рук. При каждом жиме мы делаем выдох через рот. Проследите за своим выпадом, колено не должно создавать острых углов. Не останавливаемся после выполнения упражнения. Вас ждет сюрприз, как обычно. В сторону выдох, к поясу, в стороны. Еще немножко.
выдох. Молодцы, выдвигаем гантели перед собой и крутим круги перед собой и вводим их в стороны. Работают наши плечи, наши руки. Еще немножко. Отлично, опустили гантели и сразу же вывели руки назад. Сжали лопатки. Представьте, что между вашими лопатками засунули яблоко, и вы сжали его вашими лопатками. Почувствуйте мышцы вашей спины. Сейчас они работают в статическом напряжении, и это самое лучшее для жиросжигания. Ну что ж, я надеюсь, вы прочувствовали это упражнение. Если вы делали действительно правильно, то у вас сейчас все должно болеть. Молодцы, отдыхаем. Умнички. Ну что ж, у нас второй подход на другую ногу. Берем гантели, становимся в выпад на правую ножку и поехали к спине и в стороны. 3, 4 и 5, 6, сильнее, 7, 8, 9, 10, 11, 12, выдох, 13, 14, еще 15. Отлично, теперь вывели перед собой кружок, раз, 2, 3, сильнее, 4, 5, спина прямая, и опустили гантели, вывели. Держим, держим локти, сжимаем то самое яблоко между лопаток. Руки напряжены как никогда в жизни. Почувствуйте мышцы рук, спины, то, над чем вы работаете сегодня. Молодцы! Остановились, встали, потрусили руками, отдохнули, сняли напряжение. Умнички. Сделайте небольшие круги руками. Отлично. Сделали глубокий вдох и выдох. Готовимся к следующему упражнению. И начали. Следующее наше упражнение — это планка с очень интересным жимом гантелей. Мы пододвигаем гантель к себе и делаем опять же мах и кладем ее в сторону возле ножек. Опять тянемся за гантелью, делаем жим и мах. В этом упражнении мы усложняем предыдущие жимы и махи, просто стоя в планке. Стоя в планке, конечно же, это отличное упражнение на пресс и вообще на все ваше тело. И такие жимы-махи можно делать гораздо сложнее, конечно. К себе и в сторону. Возвращаем гантель. Стараемся держать ровный корпус, ровную спинку. Конечно же, упражнения на спину и руки будут просто бессмысленными и опасными, если вы будете эту же спину постоянно круглить и вообще делать горбы какие-то. Поэтому очень внимательно следите за вашим положением при выполнении таких серьезных упражнений. Еще немного. Выдох, выдох. Вернули гантель, опускаем колени и отдыхаем. Стараемся все больше усложнять нашу тренировку с каждым упражнением. Останавливаемся и приступаем к следующему упражнению. Мы теперь ложимся на спину, берем 2 гантели и наконец-то работаем на наш трицепс. Выставляем прямые руки перед собой и сгибаем их в локтях. Затем сгибаем одну руку, пододвигая гантель к своему плечу, и затем опять 2 руки. То есть у нас идет работа чисто над нашим трицепсом, исключительно. Каждую ручку, 2 руки согнули, выпрямили, 1 выпрямили, 2 выпрямили и 2 вместе. Выдох, выдох, выдох. Старайтесь руки не расшатывать, как будто ваш сустав
с локтем и плечом закрепили в одном положении. Двигайте руками только за счет разгибания в локтях. Старайтесь прочувствовать ваш трицепс, что самое главное здесь. Конечно же, поясница у вас плотно прижата к коврику. Выдох, выдох. И 2 руки одновременно. Опустили руки. Держим их в таком положении, угол 90 градусов. Напрягаем свой трицепс. Держим, держим, держим. Статическое напряжение. Увеличиваем угол постепенно. Постепенно выпрямляем руки и задерживаем положение гантелей. Еще больше немного и еще немножко. Чувствуйте трицепс в этот момент. Еще немного. Увеличиваем угол. И есть. Ну что, это было круто. Молодцы, потрясли руками. Отлично. Опять берем наши гантели, и следующее упражнение будет на руки. Поначалу может показаться это упражнение сложным, но на самом деле все очень просто. Для начала мы будем сгибать руки на бицепс, затем делать противоположный. И делаем мах, поднимаем руки наверх, делаем выдох, сзади себя, перед собой, опять жим, противоположный, мах рук наверх, сзади себя, опять наверх и к себе. Следите за положением ваших кистей, и тогда вы не запутаетесь. Просто повторите это упражнение перед зеркалом, и я думаю, вы поймете. Мах над головой, сзади себя, опять наверх, перед собой. При начальном положении кисти у вас смотрят наверх. Подняли ручки, сзади. Перед собой выдох и опустили. Старайтесь, когда вы выполняете жим гантелей на бицепс, прижимать локти к себе, так вы сконцентрируетесь на той работающей мышце. Подняли наверх и опустили. Отлично, молодцы. Это было очень интересное упражнение, я думаю. И растягиваем наши руки, расслабляем их. У нас осталось последнее упражнение. И для того, чтобы сконцентрировать всю работу на ваших плечах, чтобы их полностью прочувствовать, мы сделаем новое упражнение. Облокачиваемся на любую поверхность, у меня это дерево, и выполняем обыкновенные махи гантелями. В этом случае вы действительно прочувствуете этот пучок дельтовидных мышц. Совсем немножечко поворачивайте кисть вашей руки так, чтобы мизинец смотрел немного вверх по сравнению с вашим большим пальцем. Мы сделаем 15 повторов на каждую руку, и когда заканчивается повтор, не бросаем гантель, у нас будет статическое напряжение. Выпрямили руку и напрягли ее как можно сильнее, то есть сделайте ровную линию, напрягайте все мышцы вашей руки. После проделанных нами упражнений теперь это кажется действительно очень тяжело. Не бойтесь, если рука будет дрожать, это знак того, что вы хорошо поработали. Еще немножко. Молодцы. Отлично. Рука уже ватная. И то же самое повторяем на другую ручку. Облокотились на поверхность. И поехали. 1, 2. Повыше. 3. 4. Можно чуть выше, чем параллель с полом. 5, 6. Мизинец немного вверх. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 и последний 15. Поменяли руку и выпрямляем ручку. Держим ровную линию. Напрягите все мышцы. Плечи, бицепс, трицепс. Не бросаем руку, держим, держим. И еще немножко. Есть. Молодцы. Ну что, девчонки, на сегодня наше занятие окончено. Очень жду ваши впечатления и результаты в комментариях под этим видео. Мне всегда очень приятно это все читать. Ну и, конечно же, пишите ваши пожелания для следующих видеороликов, и я обязательно постараюсь исполнить ваши запросы. Встретимся в следующей тренировке, в следующем видео. Всем удачи и пока-пока!